За долгие годы практики ветеринар по имени доктор Майер видел почти все, что может случиться с животными. Сложные переломы, редкие опухоли, тяжелые диагнозы и тихие минуты прощания, после которых в приемной еще долго ощущалась гнетущая пустота. Он давно знал, что его профессия связана с постоянным эмоциональным напряжением, трудными решениями и ответственностью за жизни, которые тебе доверяют. Но ничто не подготовило его к тому, что произошло в тот день, когда в его клинику на окраине Инсбрука привезли Луну, крупную светлую лабрадорку, находившуюся на последнем сроке беременности. На первый взгляд она ничем не отличалась от других будущих матерей. Хвост спокойно покачивался, движения были размеренными, и в кабинет она вошла без суеты, словно пришла на обычный осмотр. Начало родов не вызывало тревоги и напоминало десятки других случаев, с которыми доктор Майер сталкивался ранее, однако примерно в середине процесса произошло нечто настолько странное, что он на мгновение замер, усомнившись в собственных ощущениях. С этого момента события стали разворачиваться по сценарию, который невозможно было предсказать. В кабинет вошла Эмилия, осторожно придерживая Луну. По ее лицу было ясно, что надежда и страх переплелись в одно целое. Для Луны это должен был быть первый помет. Доктор Майер мягко улыбнулся и произнес несколько успокаивающих слов. «Пока все идет нормально», — сказал он уверенно. «Поводов для беспокойства я не вижу». Эмилия кивнула, стараясь взять себя в руки. Луна была для нее не просто собакой, а настоящим членом семьи. Светлые лабрадоры известны своим спокойным характером, терпением и дружелюбием, и Луна полностью соответствовала этому образу. Никто тогда не догадывался, что эта беременность окажется совсем не такой, как остальные. Семья Бранднеров всегда относилась к Луне как к родной, и именно поэтому, когда подошел срок родов, Эмилия решила не рисковать и привести ее в клинику, чтобы все происходило под контролем специалистов. Опыт доктора Майера чувствовался в каждом его движении. Он прекрасно знал, что большинство собак успешно рожают дома, но поскольку для Луны это был первый помет, клиника казалась более надежным вариантом, и, как выяснилось позже, это решение сыграло ключевую роль. Во время утреннего осмотра доктор дважды пересмотрел снимки. Живот Луны увеличился сильнее, чем он ожидал, даже с учетом срока. Он снова взглянул на рентген, нахмурился и тихо произнес: «Это будет сложный день». Затем, обращаясь к Эмилии, осторожно пояснил, что, судя по всему, помет окажется очень крупным. Она удивленно распахнула глаза. Ассистенты начали готовить родильную комнату и занимать свои места. Эмилия ждала этого дня почти 2 месяца. 63 дня, что соответствует обычной продолжительности беременности у собак. Все это время она готовилась вместе с Луной, покупала необходимые вещи, волновалась по пустякам, представляла, как по дому будут бегать крошечные лапы. Когда этот день наконец настал, в клинике повисло напряженное, сдержанное ожидание. Все были готовы. Доктор Майер принимал роды спокойно и сосредоточенно, хотя даже медсестры чувствовали, как их сердца бьются быстрее обычного. Вспоминая прежние визиты Луны, уверенной и жизнерадостной собаки, он понимал, что сейчас все иначе. Луна была взволнована, тяжело дышала, издавала тревожные звуки, ее взгляд метался по комнате, и привычного спокойствия не было. Доктор сразу понял, что процесс развивается стремительно. «Роды начались, и они идут быстро», — сказал он, подавая знак команде. Как бы ни сложились обстоятельства, Луне требовались их полная концентрация и внимание. Эмилии было трудно смотреть на страдания Луны, но доктор мягко напомнил, что собаки остро чувствуют эмоции людей, и сейчас ей особенно важна спокойная поддержка. «Просто дышите», — тихо сказал он. «Она чувствует вас».
Эмилия глубоко вдохнула и положила руку на спину Луны, стараясь быть спокойной и уверенной, и постепенно напряжение у обеих стало ослабевать. По знаку доктора Луну осторожно переместили в родильную зону. Было ясно, что щенки появятся совсем скоро. Комната погрузилась в тишину, нарушаемую лишь дыханием и первыми признаками новой жизни. Обычно в помете бывает 5 или 6 щенков, иногда больше, но в этот раз они рождались один за другим. Сначала 4, затем 6, потом 8. Эмилия стояла рядом и с волнением пересчитывала каждого новорожденного, надеясь, что все будут здоровы. Луна держалась удивительно стойко, оставаясь собранной и выносливой. Хотя в большинстве случаев собаки справляются с родами сами, доктор Майер находился рядом в перчатках, готовый вмешаться в любую секунду. Атмосфера была напряженной, но наполненной надеждой, и каждый новый щенок приносил облегчение. Когда роды завершились, на свет появилось 12 щенков, необычайно большой и тяжелый помет. Он поражал не только количеством, но и разнообразием окрасов. Большинство были светлыми, кремовыми, несколько имели полевый оттенок, а один щенок оказался с редким серебристым отливом шерсти, сразу привлекшим внимание. Команда переглядывалась, отмечая и странный окрас, и почти идеальное распределение полов — 6 сук и 6 кобелей. Все выглядело почти чудом, пока не произошло нечто пугающее. Когда щенки начали шевелиться и пищать, один из них оставался неподвижным и молчаливым. Доктор наклонился ближе и сосредоточился на маленьком тельце. Что-то пошло не так. Мысль о мертворождении повисла в воздухе, хотя никто не осмелился произнести ее вслух. Эмилия прикрыла рот рукой, ее глаза наполнились страхом. Но доктор Майер не собирался сдаваться. «Давай, малыш», — тихо говорил он, осторожно массируя грудь щенка, согревая его и пытаясь вернуть к жизни. Луна, несмотря на изнеможение после 11 активных щенков, оставалась внимательной. Она медленно поднялась, подошла и мягко коснулась носом неподвижного детеныша, словно говоря: «Я здесь». В комнате воцарилась полная тишина. Иногда, несмотря на опыт и оборудование, именно материнское прикосновение становится решающим. Когда надежда почти исчезла, щенок сделал слабый вдох, затем еще один. Луна тут же начала его вылизывать, будто с самого начала знала, что он выживет, после чего снова улеглась, свернувшись вокруг всего помета. Облегчение наполнило комнату, хотя доктор понимал, что вопросы только начинаются. Больше всего всех удивляло разнообразие окрасов, ведь для лабрадоров характерны вполне определенные варианты, а серебристый щенок явно выбивался из привычной картины. Поначалу все шло спокойно, но вскоре Эмилия позвонила доктору и сообщила, что 6 щенков уже открыли глаза, тогда как остальные — нет, хотя обычно это происходит почти одновременно. Доктор попросил привести их на следующий день. Во время осмотра он поочередно поднимал каждого щенка, и первым оказался Нильс с маленьким светлым пятном на груди. Но внимание сразу привлекли его глаза. Один был темно-карим, другой — ярко-голубым. Доктор посмотрел на Эмилию и спросил, есть ли еще такие щенки. Она кивнула и указала на второго, Лиама. У него были такие же разноцветные глаза, похожие отметины и даже слегка изогнутый хвост, что не характерно для лабрадоров, чьи хвосты обычно прямые и служат рулем в воде. При более внимательном осмотре доктор заметил, что щенки поразительно похожи, но белые отметины отличались в деталях, словно один и тот же узор был повторен с незначительными вариациями. «Так не должно быть», — пробормотал он, понимая, что даже у идентичных близнецов существуют микроскопические различия, как, например, разные отпечатки пальцев у людей. Это осознание холодом пробежало по его спине. Он предложил провести ДНК-анализы, и Эмилия согласилась.
Результаты подтвердили почти невероятное. Нильс и Лиам оказались монозиготными идентичными близнецами, явлением настолько редким у собак, что его долго считали невозможным. Однако вскоре выяснилось еще одно обстоятельство. Эти двое росли заметно быстрее остальных. Тогда доктор решил провести анализ всего помета. Итог раскрыл последнюю тайну. Щенки были зачаты в результате суперфекундации, когда в одном помете оказываются детеныши от разных отцов. Эмилия вспомнила случай, когда Луна во время течки ненадолго выбежала за ворота, и все, наконец, сложилось в единую картину. 2 отца, 2 генетически разных набора и 1 пара идентичных близнецов. История, которая потрясла даже опытного доктора Майера и навсегда осталась в его памяти. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.